Привет всем! Как обещал, видео по BQ 9000. Сейчас покажу, что и как. Так, вторая батарея из видео прошлого. Вот смотрите, это 8055 чип. По ней уже видео есть. Я подправил файл конфигурации, и он будет доступен в программе. Я там допустил ошибочки, ну, исправил. Потом следом я написал файл конфигурации под этот чип, под 9000. Также я взял параллельно на ночь, оставил вот такой балансир на ячейке. Поясню дальше, что это мне дало. Итак, здесь для теста я подключил CP2112 с возможностью управления релюшками. Ну, заряд-разряд. Ну, подключение, как и в предыдущих видео, то есть плюс-минус провода на колодку. Это контакт SUSPRESS, он на землю. Но у меня напрямую на землю, но вы лучше так не делайте. Лучше через 1 кОм в разрыв. 1 кОмный резистор и на землю. Это нужно для того, чтобы чип открыл ключи. То есть он думает, что мы батарею вставили в ноутбук, и тогда открывает ключи, может принять заряд, может отдать заряд. Но этот момент с вот этим контактом есть не везде, не на всех батареях. То есть его просто тупо нету. И без него как бы чип определяет, подключили нагрузку, он увидел, и он открывает ключи. Но есть именно с вот этим контактом. Пока его не притянуть к земле, чип не откроет ключи. Вот на скрине есть, вот он этот контакт. Тут есть стабилитрон на 5 вольт. И вот если его не притянуть к земле, ну это не эта микросхема, но суть такая же самая. Если его не притянуть к земле, он не открывает ключи вот эти. То есть он не пропускает ток и не отдает с батареи. Думаю, понятно, да? Вот, смотрите внимательнее. Вот он, тут SUSPRESS называется, но он везде как бы по-разному. Может BAT называться, может ID. Может, разное у него есть название у этого контакта. Поэтому, если у вас ключи закрыты вот так вот, то сначала посмотрите на колодку. Нет ли у вас этого контакта. Попробуйте его заземлить, и по идее должны ключи открыться. Также иногда бывает здесь значения присутствуют, то есть ключи открытые. Но на колодке все равно напряжения не будет, пока вы не прижмете этот контакт к земле. Тоже такие прошивки встречаются. Итак, вот я уже вернул родную прошивку, которая здесь была. Единственное, я только убрал блокировку по входу в boot. То есть мне не нужно генерировать ключ, я просто нажимаю вход в boot, и он сразу в него попадает. Я эту блокировку только убрал и эту прошивку залил. Ну, чтобы ваше время не отнимать на подбор ключа. Теперь смотрим. У меня вчера я редактировал эту прошивку. Ну, перед тем, как, так сказать, вернее, перед тем, когда создавал файл конфигурации. Я убрал все ошибки из журнала, но MaxError ни в какую не уходил. Все время был 20%. Я уже что только не делал, хотя с этим чипом я работал довольно-таки часто. Что с этим чипом, что 8055. Как бы они простенькие чипы, и я с ними работал. И я журналы почистил, но все равно MaxError вот этот не уходил. А причина была, ребята, вот в этом вот моменте. В разбалансе. Это как бы еще я не дозаряжал вот эту ячейку, первую. В видео там можете увидеть, там уже 3,7 вольта. Она была ниже всех. Я ее потом подзарядил, а уже в видео уже с заряженными ячейками я вам показывал. Но разбаланс был, по-моему, 200 с чем-то милливольт или около этого. И MaxError не уходил. Я на ночь поставил вот эти вот, балансировку. Вот это, не знаю, как он называется. Обычный емкостный балансир 4S. Вот я его поставил в параллель. И вот утром, вот теперь, если считать
Но это сейчас есть еще журнал ошибок. Если сейчас мы, ну, вот это все подредактируем, то Maxerror вот этот уйдет. Имейте это в виду. То есть, помимо чистки журнала, если у вас не уходит Maxerror, не становится нулевым, то, скорее всего, у вас проблема в разбалансе. Сейчас вот разбаланс вот такой. Вот, смотрите, 25 милливольт. Ну, между ячейками, и это суммарное, как бы, отличие. Вот оно пишет, разница от нулевой до третьей ячейки. Вот такое. То есть, понятно, да? Так, теперь запускаю программу, ну, редактор, короче, прошивок. Выбираем, вот он, я файл уже создал, конфигурации под него, именно под 9000 чип. Выбираем теперь прошивку. Вот это файл оригинал, это, так, фокус. Оригинал, здесь я только убрал блокировку. Но мы откроем именно тот, который я слил с чипа. Вот он, это слитый с чипа, когда разблокировал я чип вот этой клавишей. Вот. Я ей разблокировал и сразу же считал прошивку. Вот это вот он. Выбираем его. Так, здесь порядок байт. Вот такой, младший, старший. И что мы тут имеем? Так, наша емкость. Ну, я буду делать ее по умолчанию. Вот так. Вот так. Здесь 0. Ну, это я вам для примера так покажу. Так, тоже 0. Сюда давайте дату. Так. Вот сегодняшняя дата. Так. Неудобно это на телефон и одной рукой. Так, идем сюда вниз. Вот тут у нас вот так. Здесь так же само. Вот так. Здесь тоже. В общем, эти значения все по нолям. Но не во всех прошивках вот эти два поля и вот эти два поля. Не во всех прошивках тут везде нули. Есть отличия в прошивках. Но у меня нет такой сейчас, на данный момент, чтобы я вам мог показать. Но не всегда здесь нули. Так, все мы подправили. Вот такие данные получились. Ну, емкость пока не трогаем, паспортную. Теперь нажимаем сохранить. Так, и вот он сохранился у нас рядом с тем файлом. Только черточка мод появилась. Так, все. Здесь все. Вот он, этот файл появился, вот он. И теперь мы его сейчас будем зашивать. Так, заходим сразу. Я же говорю, когда блокировка снята у чипа, то можно сразу этой клавишей заходить в boot режим. Вот он сразу в него заходит. Теперь выбираем прошивку нашу. Так, это оригинал, прошивка, которую я слил. И вот мод, который мы только что сделали. Вот она. Выбираем ее. И нажимаем запись. Здесь нужно убедиться, что действительно выбрали ту прошивку. Вот. И только тогда нажимаем клавишу согласиться. И вот пошла запись. Также тут обязательно нужно убедиться, что чип именно выбран. Тот, с которым вы здесь работаете. Следите вот эти вот моменты обязательно. Не верьте, я же говорю, этим программам УБРТ, НЛБА, которые типа определяют, какой чип стоит. Это не так. Можете сделать кирпич своему чипу. Так, прошились, выходим из boot режима.
И смотрим, что у нас тут получилось. Так, и у нас получились вот такие вот данные. Что-то я где-то упустил, ребят, снова. Так. Что-то я упустил, ребят. Угу. Так. Ну, видим, дата прописалась, напряжение прописалось, емкость прописалась. Но ошибки не ушли. Что-то я опять где-то упустил. Вот е-мое. Так, ребят, пока пауза, я сейчас гляну в прошивку. Где-то, может, я где-то что-то тоже опять забыл. Так, ребят, я нашел ошибку. Я в файле конфигурации на 1 байт по адресу меньше поставил. Смещение само. Так, повторим по новой процедуру. Я уже откатился. Зашил старую прошивку. И теперь мы сейчас по новой это все проделаем. Так, стоп. Сюда идем. Вот в этот файл конфигурации на 1 байт. Я ошибся немного. Теперь запускаем сюда. Выбираем оригинальную прошивку. Нажимаем открыть. И видим вот такие данные. Теперь их сейчас по новой отредактируем. Так. Сюда вот так. Вот так. Здесь у нас 0. Здесь тоже 0. Давайте дату сюда. Ребят, я снимаю все на лету, поэтому, я не пишу сценарий, я не умею этого делать. Поэтому бывают ошибочки. Так. Вот так. Все делаю, так сказать, на ваших глазах. Без всякого монтажа, подтасовок и тому подобное. Я не вижу в этом смысла. Так, этот можно, мод, который у нас мы ранее создали, его можно удалить. Он не нужен. Вот он удалился. Теперь, так, это пока свернуть. Меня может быть тихо слышно, потому что я на телефон снимаю, ребят. Так. Здесь все у нас. Тут тоже. Все, готово. То есть это я сейчас восстанавливаю работоспособность, как и была прописана емкость 2500. Вот я делаю. Типа мы поставили такие же ячейки по 2500 с таким же напряжением. Вот я делаю восстановление самой БМС. Так, нажимаем сохранить. И вот по новой файл сохранился. Вот он. Вот можете видеть дата создания. Вот вам время. То есть, я же говорю, я никого не обманываю, видите? И вот дата создания. Так, и сейчас мы его будем зашивать. Теперь заходим сюда по новой. Смотрим чип 9000. Нажимаем boot. Чип зашел в boot. Выбираем наш файл. Так, вот он, мод. Нажимаем открыть. И записываем. Сейчас должно, по идее, все быть нормально. После я покажу правку контрольной суммы. В чем отличие правки суммы от сравнения файлов и от прошлого видео, когда я активировал галочку checksum. Но для этого чипа галочка checksum не работает. Так, все, мы прошились.
выходим из boot. И теперь читаем. И вот смотрите, ошибки ушли, max error стал нулевым. Но вчера, когда я это делал, и пока я не сбалансировал вот эти ячейки, у меня все равно было 20%. Вот, можете видеть. Емкость тут прописалась, циклы. И вот дата сегодняшняя. Ну, как бы, все понятно, да? Теперь давайте сейчас сделаем, ну, допустим, емкость другую поставим. Давайте 4400, к примеру, пропишем. Так, ребят, пока пауза, я сейчас вручную это все вобью, бо неудобно одной рукой. Так, вот я тут все убил, осталось сейчас нам рассчитать милливатт-часы. Так, как у нас, я вчера показывал на видео. Берем 4400 наша емкость в миллиампер-часах. И умножаем ее на наше напряжение вот это вот. Только деленное на 10 тысяч, по-моему. То есть умножаем на 1,48. Умножаем на 1,48. И вот это вот у нас емкость в милливатт-часах. Вот нам ее надо записать вот сюда. Вот. Вот так. Все. Я вбил 4400. Циклы. Ну, все остальное оставил без изменений. И теперь нажимаем сохранить. Он сохраняется, но добавляется, по-моему, еще... А, не, мод еще не добавился. То есть он пересохранил этот файл. Вот он, этот файл. Сейчас мы его зашиваем. Опять заходим в boot режим. И выбираем наш файл. Вот он. Мод. Открыть. Здесь убедиться, что это именно он. И нажимаем запись. Вот сейчас, ребят, ключи снова закроются и слетит флаг int. Почему? Потому что мы с вами правили вот эти вот моменты, вот эти. Это в статической области памяти, которая защищена контрольной суммой. Вот, смотрите. Выхожу из boot режима. И теперь читаем. Смотрите. Флаг int слетел. Но наша емкость прописалась. Вот. Дата, все прописано, циклы сброшены. Вот. Ошибка у нас. Снова max error 20%. И ключи слетели. Ну, закрытые. Хотя здесь все подтянуто к минусу. Я ничего не трогал. Вот смотрите. Вспышку я не знаю, получится включить или нет. Сейчас, секундочку. Так, где же она у меня тут? Недоступна вспышка, ребят. Поэтому, ну, поверьте мне на слово. Хотя могу вот фонариком подсветить. Вот, все подключено на колодку. То есть вот он пошел на минус. Ну, я ничего тут не трогаю, так все и есть. Теперь, чтобы это исправить, вот эта галочка, я еще раз напоминаю, не путайте, ребят, 9000 чип и вот эти два чипа, 8050, 55. Для 9000 чипа по-прежнему осталась ну, правка контрольной суммы вот этой кнопкой. Я же говорю, я почти неделю провозился, я пытался сделать, чтобы и для этого чипа контрольная сумма считалась полностью всей статической области. Но у меня не получилось. Я не знаю, что там за алгоритм, у меня не получилось. И сейчас дальше я вам постараюсь показать, почему я занялся вообще этим делом. Ну, для чего нужно считать сумму именно с нуля. Но для данного чипа пока этой возможности нет. Поэтому в вашем случае, если вы иногда, может, будете править статическую область памяти, может сумма вот этим вариантом не подправиться. То есть у вас будет все равно, вот как у меня сейчас, флаг int будет, ну, слетит, короче, будет недоступен.
Поэтому, ну, я постараюсь, конечно, это все-таки вычислить, что это за алгоритм, как оно считает. И тогда подправлю. Итак, выбираем наш файл. Так. Оригинальный, вот он. Вот здесь вверху пишет, какой файл выбирать первым делом. Вот, сейчас выбираем оригинальный файл. Вот, здесь убедимся, что это оригинальный. Нажимаем «Открыть». И следом пишет «Выбрать модифицированный файл». Вот, сейчас мод. Вот, я его выбрал рядом, вот он. Мод. Тот, который мы только что правили. Нажимаем «Открыть». Все, в конце программа пропишет в этот файл, который мы последним выбрали. Вот он. Уже пропишет, пересчитает сумму и пропишет ее уже туда. То есть нам останется всего лишь зайти в boot режим, вот таким образом, и снова прошить тот файл. Вот мод, который мы редактировали. Видно, да? Вот он. Нажимаем «Открыть» и нажимаем «Запись». Тут также убедимся. Но сейчас я вам постараюсь показать, я не знаю, получится или нет. Я вручную изменю несколько байт в этой прошивке, которую мы сейчас прошиваем. И мы попробуем править контрольную сумму вот этой кнопкой. И я вам покажу, что иногда бывает этот момент не работает. Так. И вот видите, да? Снова стало все доступно у нас. То есть int флаг у нас есть. Емкость стала 4400. Здесь тоже. Износа нету. И ключи у нас открытые. Теперь смотрите. Открываю этот же файл, наш мод. И вот давайте ради интереса, вот, ну, возьмем, не знаю, самый первый байт, нулевой. Я вот просто его изменю, не знаю, ну, на 5 вот так вот. Вот, видно, да? Вот нажимаю «Сохранить». И теперь мы сейчас этот файл программой снова попробуем подправить сумму. Сначала выбираем оригинальный файл. Вот он. Нажимаем «Открыть». Следом выскакивает окно, выбираем модифицированный. То есть выбираем наш вот этот мод, который мы только что изменили 1 байт. И нажимаем «Открыть». Все, программа пишет, что сумма подправлена. И теперь давайте попробуем. Вернее, не так, ребят, я немного сделал. Так, секунду. Сейчас сумму он подсчитает. А вот если я сделаю вот так, например, вот так, то сумму не подсчитает. То есть здесь бывают такие данные, которые нужно сбросить, например, в 0,0. И вы их, к примеру, сбросите, но программа может не подсчитать. Или там вам нужно будет установить 0,0, 0,1. Программа может не подсчитать, потому что я же говорю, я не могу разобраться до конца, как считать эту сумму. Тут не все так просто. Тут нахимичили до такой степени, что ну, я неделю возился почти и так и не понял. Так, сейчас я сделал 0,0. Давайте снова подправим сумму. Так, выбираем оригинальный. И выбираем следом тот, который мы только что правили. Мод. Вот так. Все, прописалось. И теперь мы его записываем. Так, boot мод. И записываем наш, который мы только что подправили. Процентов, не знаю, ну, 80 случаев будет удачных правки суммы вот этой кнопкой. Ну, есть, я же говорю, нюанс, что бывает не получается подправить сумму. У меня была одна плата, я не помню какая, и я этот момент увидел. Но потом запарился, короче, из-за него забыл. И почему я взялся за контрольную сумму? Потому что мне написал подписчик, у него не получалось ее подправить. И я вспомнил, что есть такой момент. И я попробовал и начал код, так сказать, улучшать. Но улучшил только для 8050, 55 и для BQ 8030. Для вот этого. То есть для них теперь не важно, что вы там пропишете у себя в прошивке, неважно. Он считает сумму полностью с нуля, всю статическую область. А для этого чипа пока этой возможности нету. Имейте это в виду.
Вот смотрите, сейчас флаг у нас еще светится. Вот я нажму чтение, и флаг слетит. Мы из boot режима не вышли, прошу прощения. Так, выходим из boot режима. И теперь читаем. Ага, и флаг не слетел. Так. Странно девки пляшут. Ну, не знаю, давайте следующий сделаем 0,0. Так, это же файл, этот, да. Ну, в общем, ребят, есть такой, я же говорю, момент, когда сумма не правится. Вот, скорее всего, сейчас так и получится. Так, выбираю оригинальный и выбираем то, что мы правили. Снова заходим в boot и пишем наш модифицированный файл. Я старался сделать, я же говорю, чтобы оно с 0 считало, но пока, ребят, не получилось. Поэтому, ну, имейте такой момент в виду. Так, записали, вернее, выходим. Снова читаем. И вот то, что я вам говорил, смотрите, видите? И флаг int слетел. Это говорит о том, что контрольная сумма не сходится. Понятно, да? Так, теперь давайте, у меня здесь есть файл, или вернее, можем мы его, давайте восстановим назад. Так, здесь у нас, давайте этой программой, тут она открыта. Просто я забыл по памяти, что там было прописано. Давайте просто его пересохраним и все. Вот так. Еще раз давайте его откроем, чтобы убедиться, что там все хорошо. Да, у нас все прописалось. Все нормально. Все, эту программу можно закрыть. Напоминаю, теперь, ну, для данного конфигуратора есть два файла конфигурации. Для чипа 9000 и для чипа 8055. Но одна и та же батарея. Вот оно, имя ее. Вот. Ну и прошивка, естественно, Sanyo. Так, все, тут понятно, думаю, да? Все, ту программу закрываем, заходим снова в boot режим. Вот так. Мы в boot режиме. И теперь нам надо подправить сумму. Так как мы только что правили статическую область. Снова выбираем оригинальный файл. Вот он у нас. Нажимаем открыть. И следом выбираем модифицированный файл. Тот, который мы только что подправили. Вот он, мод. Все, сумма прописалась. Выбираем его и шьем. Вот оно. И нажимаем открыть. Здесь убедились, что все хорошо. Поехала запись. Сейчас мы его прошьем. И я вам покажу. Ну вот я ничего здесь не отключал. Все как и было. И мы запустим лабораторник. Я вам покажу, что идет ток заряда. Включим нагрузку. То есть все должно работать. Учитывайте эти моменты, которые я вам говорю в видео. Так, вышли из boot режима, читаем. И вот все у нас хорошо. Видите? Емкость доступна. MaxError нулевой. Ключи открыты. То есть, вот смотрите, если я сейчас отключу вот этот контакт. Вот сейчас они открыты, видите? Вот я его отключаю от минуса. И сейчас они закроются. Вот, смотрите. Видите? Но флаг int у нас доступен, а ключи все равно закрылись. Так, теперь мне надо две руки. Потому что одной неудобно. Вот так. Вот я его назад подключил на землю. И теперь снова читаем. И сейчас ключи у нас откроются. То есть вот так это работает. Видите, без этого контакта ключи закрыты.
Вы просто можете подумать, что у вас ошибка в чипе, а по факту у вас просто надо притянуть контакт к земле. Но я же говорю, я притягиваю напрямую, потому что ну, это у меня просто эксперимент. Я не буду с этой батареей, так сказать, ну, пользоваться ей. Я для вас показываю. Вы через резистор это делаете. На 1 килоом резистор в разрыв цепи на землю и на этот контакт. Понятно, да? Так, все у нас читается, ключи открыты, мы все прописали. То есть сейчас мы восстановили батарею до 100% работоспособного состояния. Теперь нажимаю чтение цикла, ну, цикл через определенное время. Ну, я 2 секунды ставлю. И теперь через 2 секунды будет у нас программа автоматически читать данные с батареи. Теперь здесь, ну, подключение есть на канале, на видео, на YouTube у меня, как подключается это все дело. Я использую питание релюшек от самого ЦП 2112 5 вольт. Сюда идет. Ну, не от самого чипа, а от USB разъема. Идет 5 вольт на нее. Ну и управление 3,3 вольта. Так, лампочка автомобильная, обычная, подключенная. По-моему, на 21 ватт. Точно не помню. Итак, напряжение такое выставил, ограничение вот такое. Программа у нас читает, ток сейчас нулевой. Теперь, и, кстати, релюшки выключены, видите? Теперь переходим на вкладку сюда. И вот включаем int 1. То есть первый канал релюшки. Она у нас отвечает за заряд. Вот я нажал, видите? И вот она засветилась. Вот. Тут сейчас потечет маленький ток. Вот видно, да? Это, видать, в блоке питания нагрузка есть. И поэтому он, так сказать, ну, берет с батареи ток. Теперь включаем выход. И вот пошло ограничение потоку, которое мы выставили. И вот здесь пошел заряд. Видно, да? Теперь нам нельзя превышать вот этот ток, который у нас тут. Если мы его превысим, может сгореть предохранитель. То есть чип его может сжечь. Также, когда у вас еще имеются ошибки в батарее, вы их не исправили, не подавайте ток сюда на разъем. Иначе 90% вероятности чип БМС спалит предохранитель. Вот у нас идет заряд. Смотрите, сейчас у нас 12% заряда. Ну, в принципе, вот видно. Давайте поднимем ток больше. Сделаем. Давайте 1 ампер поставим. Вот так. И теперь смотрим, что тут нам показывает. И вот у нас 1 ампер тока идет сейчас в батарею. Разбаланс вот такой. Параллельно стоит подключенный. Он работает. Балансир. И вот все у нас работает. Ну, эксперименты я ставить не буду, наверное. Ну, давайте, ладно, 1200 поставлю. Вот так. Выше не буду ставить, потому что... Ну, вот оно видно, 1200. Есть погрешности везде. Если в чипе погрешности, он там может видеть неправильно ток или напряжение. Также есть погрешности в самом блоке питания. Он может... Здесь показывает 1200, а по факту чуть-чуть больше или чуть меньше. То есть вот у нас идет заряд. Напряжение на ячейках уже по 4 вольта стало. И вот смотрите, уже емкость поднялась, стала 13%. Вот, видите? То есть заряд у нас идет. Поэтому все. На данном варианте, ну, в данном случае БМС полностью работоспособна. Если сейчас представить, что тут новые ячейки, то можно сделать этот заряд-разряд, и все, и батарею можно пускать в работу. БМС восстановлена. Теперь давайте я выключу ток. И вот смотрите. Сейчас будет с минусом значение. Так как я же говорю, скорее всего, здесь
в самом блоке питания нагрузочной либо резистор стоит, либо не знаю, что там. Поэтому вот он показывает минус столько-то миллиампер. Так, давайте отключим это реле. Вот оно потухло. А теперь включим просто нагрузку. Ну, лампу посмотрим. Так, это у нас int 2, то есть второе реле. Нажимаем и видим, да? Вот я нажал. Так, здесь смотрим, ток пошел у нас с минусом 1,7. Видно, да? Вот релюшка у нас активировалась. И вот лампа светит. То есть батарея отдает ток в нагрузку. Ключи открыты. И вот сейчас будет снижаться емкость. Вот обращайте внимание. Видите? Счетчик ниже идет. Стал уже 12%. И вот это уже все надо выключать, ребят, бо сейчас спалит предохранитель. То есть, ну, батарея не заряжена так, как надо. Но это я вам для теста показал. Ее по-хорошему надо хорошо зарядить. Он уже пошел в минус считать. Ну, ребят, надеюсь, на этом вам понятен процесс, так сказать, восстановления. Следующее видео я, наверное, скорее всего, так как смотрю, у вас активность не очень, я вам хотел показать, как редактировать данные в ручном режиме. Но смотрю, вы не особо хотите этого момента. Не вижу вашей активности. Следующее видео я, наверное, скорее всего, запишу по определению опять вот этих вот чипов. Вот у меня есть собственный контролер. Вот. Ну, я не могу вам его увеличить, показать, потому что на телефон снимаю. Это я сам делал мозги для БМС, для ноутбука. Я вот на его основе сделаю несколько прошивок. И я вам покажу и постараюсь доказать, что программы, те, которые определяют чип, они вам врут. УБРТ скачаю, сделаем этот момент. Цыганскую, НЛБА, потом вьетнамскую, поподключаем и посмотрим. То есть здесь у меня стоит от Мега 8 чип. Вот он. Не знаю, получится, не получится. Сейчас, секунду. Может и получится. Так, надо очки одеть. Бо не вижу, ребят. Не, ребят, тут от Мега 328 у меня стоит. С Ардуино. Да, вот видно хорошо. От Мега 328. И стоит этот вспомогательный контролер BQ29330. Ну, это у меня как бы она не совсем доделана, эта плата, я ее не доделал. Потом я занялся уже вот этим, свою программу начал делать, и эту плату забросил. Но для теста я могу показать, то есть это полноправный чип, полноправный БМС. Ключи есть тут, 16-битный, по-моему, АЦП у меня тут стоит. Ну, вот такой вот вариант. Я же говорю, я ее трошки не доделал, тут была у меня небольшая ошибочка на плате. Поэтому, не знаю, посмотрим. Пишите, что вы думаете. Нужен ли вам такой тест или не нужен. То есть я в ту плату зашью разные прошивки с разными моментами. И покажу вам, что вот эти программы все, ну, они показывают абсолютно разные вещи. А чип, по факту, вы сами видели, какой стоит. Поэтому я вам настоятельно рекомендую, перед тем, как прошивать батарею, разберите и убедитесь, что у вас там стоит именно тот чип, который вы думаете. До этого момента не рискуйте, иначе получите кирпич. Все, ребят, на этом все. Жду ваших комментов. Пока.